Всем здравствуйте! В эфире онлайн-школа кукольного мастерства Панпина. И в студии мы, наш замечательный мастер Тамара Каковихина. Здравствуйте всем! И я, ведущая школы Ирина. Сегодня, я думаю, мы начнем доделывать ножки. То есть сейчас нам нужны будут 2 пуговки. Берем нитку с иголкой, и эти пуговки мы будем пришивать в ногу, вот, вовнутрь. Пришиваем с внутренней стороны, там, где должны быть крестики у вас. Вот еще чтобы раз. выпуклость была наружу. Да, выпуклость она наружу. Вот это у нас внутренняя То есть часть. вот так вот. Мы Или ее как? пришиваем, оставляем 3 миллиметра от шва. Совсем чуть-чуть, да? Да, узелочек внутрь. Так. И прошьем один раз, чтобы закрепить ее как-то так получше. И пришиваем пуговицу. Так, пришили, сейчас все это заполняем синтепоном. Так, плотненько набиваем. Также плотно набиваем, потому что от этого зависит, будет кукла стоять или нет. Моя ножка готова, можно уже зашивать. Шьем потайным швом, чтобы было все аккуратно. Все, ножка у нас готова. То же самое делаем со второй ножкой, пуговичку внутрь, и все. То есть они должны быть симметрично. Мы сейчас займемся головкой. Так. Мы будем пришивать головку к туловищу. Мы берем головку и определяем, где мы будем ее, в каком месте вот прокалывать вот эту вот дырку для этого штырька. Прикладываем голову, да, и смотрим, как она должна быть. Вот кто-то хочет кверху, я считаю лучше вот так вот. Берем шило и шилом прокалываем дырку в этом месте. Прокалываем и как можно глубже. Ну вот все я вставила, сейчас можно зашивать. Можно пришивать нашу голову. Также пришиваем потайным швом. Вовнутрь иголочку вот так вот вставили, Так. чтобы узелок был внутри. Так. И теперь натягиваем, чтобы все было плотно. И перехватываем, в себя упереть, перехватываем к голове. Вот посмотрите, как должно быть плотно. Посмотрите, как получается. Вот под таким углом и пришиваем. Головка у кого-то вот, допустим, в сторону, да? Туда-сюда. У нас там внутри проволочка, можно проволочкой регулировать это все. Сейчас делаем руки. Значит, берем 23 сантиметра проволоку, срезаем 6 сантиметров вот эту изоляцию. Так, сейчас вот эти круглогубцы, я писала, нужно. Этими круглогубцами будем вот так вот заворачивать. Так, мы тут заворачиваем, Заворачиваем что-то делаем, вокруг, да? ну, чтобы она не торчала. Вот, заворачиваем. Это у нас будет вот в ладошке. Теперь мы делаем с другой стороны тоже петельку.
Так. Так она получилась. Вот надо померить по ручке. Ага, то есть у кого какая ручка? Вот так нужно сделать. Мы ее сейчас обмотаем синтепоном. Нужно взять полоску синтепона, вот, отрезать вот такую полосочку. Такую полосочку разделяем ее на две части. Вот так вот. Берем нашу проволоку и обмазываем клеем. И вот так вот обматываем и закручиваем. Вот такая получилась у нас косточка в руку. Сейчас мы эту нашу проволочку будем вставлять в руку. Сначала мы набьем пальчик большой и в саму ладошку чуть-чуть проволоку тем концом, где снята изоляция, в ладошку. Наша проволока сейчас в руке. Так, ну и набиваем руку синтепоном плотно. Ну так, не так, это без фанатизма, конечно, не как ноги. Зашиваем. Так, все. Сейчас будем прошивать пальчики. Берем ниточки чуть-чуть такие потемнее. Давайте начнем с локтя. Давайте. Ну, примерно ищем, где у ручки должен быть локоть. Угу. И со стороны, вот с задней стороны, втыкаем нитку, иголку. Вот так вот втыкаем и начинаем прошивать, как будто мы обметываем. Примерно там сколько? 2 миллиметра, 2-3 миллиметра. Насквозь. Стараемся, чтобы было симметрично все. Вот так вот. И так вот насквозь проходим до конца. Идем обратно. Идем обратно. И вот эти вот, где у нас мы пропускали, как бы прошиваем эти места. И получается, что у нас сплошной шов получится. Смотрите, вот обратно пошли. И у нас получился сплошной шов. Вот с одной стороны, вот с другой стороны. Обрезаем нитку. Ну, завязываем узел и обрезаем нитку. Угу. Так, сейчас мы будем делать пальчики. Можно даже отметить карандашиком, если кто не уверен в себе. Ну, вот так вот отметить. Так, хорошо. Ну и все. Шьем. Начинаем с какого? С Начинаем указательного с пальчика? указательного пальчика. А длина стежка 1,5-2 миллиметра. Вот так вот. Дошили один пальчик, продолжаем. Все одной ниточкой, чтобы было меньше узлов. Узелок пока оставляем. Потом, когда у нас грунт высохнет, мы его обрежем просто. Вот смотрите, как я делаю. Вот. Так, ну все, у меня получилась ручка. Угу. Вот такие вот пальчики получились. Ну все, завязываем узелок. Наша рука готова. Это Так. показывать? Для того, чтобы загрунтовать, нужно взять клей ПВА, выдавливаем в тарелочку, чуть-чуть туда водички. Угу. Вот смотрите, раствор наш должен быть густой. И туда сыпаем кофе в порошке, буквально чуть-чуть вот туда. Вот щепоточку такую маленькую. Все тщательно размешиваем. Грунтовка при высыхании немножечко темнеет. Так, ну все. В общем, вот так вот ровненько. Шеи. Так. Стараемся шовчики тоже проклеивать. В общем, проклеиваем все тело со всех сторон. Хорошенько размазываем, чтобы не было никаких сгустков. Грунтуем все части тела и во всех местах. Да, грунтуем все. Значит, доделываем ногу и руку и все грунтуем. Ну что, я думаю, теперь все мы уже рассказали.
Тогда Да. будем прощаться. Всего доброго, до свидания. До свидания.